Всем привет! Это я, Иреника. Рада видеть вас на моем YouTube-канале. Как вы уже могли заметить, у меня новый фон. А еще у меня новый принтер. Это Mingda Magician X. У принтера есть автолевел, он может печатать более быстрее, чем мой предыдущий принтер от этого же бренда. А еще вы можете заметить, что он у меня тут кое-что печатает, и, наверное, надо это как-то немножечко ускорить. Давайте попробуем. Вот так-то лучше. Ждем. А пока он печатает, поболтаем еще. Скорее всего, вы сейчас вспомнили мой предыдущий обзор на Mingda Duplicator D2, с которым мне пришлось изрядно повозиться. Что ж, посмотрим, что нам продемонстрирует Magician X, что заявляет производитель. Значит, у принтера автоуровень, у него есть датчик обрыва нити, кстати, он установлен прямо в голову, и он нормальный. Также у него есть ультрабаза. У него есть сенсорный экран, кладовка, 2 мотора на ось Z, пауза, продолжение печати после отключения электроэнергии. Что ж, это все мы сейчас будем смотреть. Так, кажется, он закончил. Это был браслетик. Красота, не правда ли? А теперь посмотрим, что у нас идет в комплекте с принтером. SD-карта, набор шестигранников, гаечный ключ на 8х10, силиконовый чехол на термоблок, запасное сопло, пробник пластика и инструкция. По сути, принтер поставляется уже собранный. От вас требуется всего-навсего закрутить 6 винтов, ну и подключить пару коннекторов. Справится любой. Может быть приятнее, чем снимать пленочку с новой техники. Смотрите, какая большая кладовка и как много всего там может поместиться. Все мы привыкли подключать принтер к компьютеру через USB Type-B, но здесь это делается через Type-C. Также можно печатать с обычной флешки. И есть 2 слота для хранения SD-карт. У принтера имеется интерфейс для управления осями, в котором можно регулировать шаг. Думаю, со мной все согласятся, что сенсорный экран для принтера – это уже must-have. Тут, помимо него, еще и удобный интерфейс с дополнительными настройками для печати. Например, отступ от стола или величина обдува. А еще тут есть несколько предустановленных профилей с заданными температурными параметрами, которые, конечно же, можно изменить, и они останутся в памяти. Принтер поставляется с ультрабазой, которая зафиксирована скобкой к столу. Все, больше никаких канцелярских прищепок. Ультрабаза дополнительно зафиксирована пластиковыми креплениями по бокам. Не шатается. Как мы можем заметить, у нас на ось Z идет 2 мотора. Да, у меня тут приклеены радиаторы, но о них поговорим чуть позже. Также следует отметить мотор от оси Y. Он закрыт. Это очень хорошо, туда будет попадать гораздо меньше мусора.
А вот и дополнительный ремень для синхронизации моторов. Давайте проверим, как работает пауза. Что ж, как мы сейчас убедились, пауза работает отлично. А теперь посмотрим, как работает печать после отключения электроэнергии. Уж не знаю, насколько эта фича актуальна для вас, но у меня в доме очень часто отключается электричество, поэтому для меня эта фича очень актуальна. Отлично. Печать после отключения электроэнергии тоже работает на ура. В экструдер засунули датчик обрыва нити. При этом в него нить заходит легко и просто. То есть, если вы не знаете о том, что существует датчик обрыва, вы не подумаете, что там что-то такое есть до тех пор, пока у вас нить не закончится. Потому что есть датчики, которые нужно обрезать пластик там под определенным углом, и тогда, может быть, он туда залезет. Еще можно подумать, что может с ним что-то не так, может там что-то застряло, а не помешает ли он в работе принтера и, в общем, все такое. Просто посмотрите, какая красота! А теперь посмотрим, как работает датчик обрыва нити. С этим датчиком проблем вообще нет. Шов, конечно, ужасен. По-другому эта технология не работает. У любого другого принтера в любом ценовом сегменте будет совершенно то же самое. Подготовим принтер к первой печати. Для этого потребуется откалибровать стол, протереть его спиртом. Мы же только что сняли пленочку, а там клей, и это может негативно повлиять на адгезию. Вообще желательно периодически все-таки протирать его спиртом, дабы он был обезжирен и дабы пластик лучше прилипал к столу. У принтера автоматическая калибровка первого слоя. Он пробегает по 16 точкам, выстраивает карту вершин и все. Занимает это буквально минуту, может чуть больше. Затем в настройках мы выставляем отступ от стола и все, пользуемся. Каких-либо привычных для нас крутилок тут нету. На натяжение ремня у нас по крутилочке. И больше не придется ломать себе голову, как бы так натянуть ремни, чтобы они были примерно одинаково натянутые, и сделать это пошустрее. Также перед тем, как начать печатать, нужно откалибровать температуру экструдера. Для этого отправим несколько G-кодов на принтер. Эти G-коды я оставлю в описании. Ну все, начинаем печатать.
теперь давайте посмотрим, как печатает принтер сразу после сборки. Вот как есть, из коробки. Ничего не настраивая. Вот что есть, то есть. Начнем с тестового кубика. Замерим его размеры. Ровно 20 мм по оси X. Так, посмотрим, что же у нас там на оси Y. Тоже 20 мм. Так, а что же по Z? По Z20. Отлично, то есть калибровать шаг моторов нам не нужно. Так, эта баночка, это вообще тестовая моделька, которая идет в комплекте с принтером. Печаталась она где-то за 2 часа. Хогвартс. То есть принтер, который только что собрали, может распечатать вот такой замок ровно за сутки, без проблем. Да, тут, конечно, есть небольшой перегрев на кончике башен, а может просто потому, что они очень миниатюрные. А я выбрала слой 0.16, наверное, надо было печатать слой 0.1, но это было еще дольше. Я и так еле уговорила себя на такую долгую печать, ну, вы понимаете. Или, ну вот, сова. Она печатала где-то на скорость 100, замок печатался на 50. Как видите, сова ровненькая, аккуратненькая, все с ней нормально. Сначала сова была вот такая. Я счистила поддержки, и она стала вот такой. Да, она, конечно, немножко ужалась, была такая, а стала такая. Что мне понравилось? Мне понравился ящик для мелочей, поскольку на другом принтере у меня вот так вот все валяется. Также мне понравилось, что они уменьшили вот это вот расстояние, и больше там не будет скапливаться мусор. То есть профиль, ремень, профиль, ничего лишнего. Определенно мне очень понравились скрутилки, благодаря которым настроить принтер это прям мега легко. Конечно же, мне понравился дополнительный ремень на Z-ось. Но больше всего, конечно же, мне понравилась автоматическая калибровка стола. Пожалуй, это самое лучшее, что можно было сделать в принтере. Также концевики более качественные. Кстати, да. Казалось бы, те же $300, однако на комплектующих в этот раз не экономили. Сэкономили на корпусе, он стал пластиковым. Но, как вы можете видеть, на качество печати это особо не сыграло. Принтер очень аккуратный, ничего нигде не торчит, все максимально убрано. То есть у вас не будет какого-то чудовища, которое стоит у вас на столе, и все провода торчат вот так вот в разные стороны. Как бы не зацепиться случайно. Единственное, что я не поняла, в чем смысл вот этой ручки. Нет, может, конечно, кто-то и может его вот так вот взять и понести, но я не могу. Я его, если поднимаю, то я поднимаю его 2 руками. И то мне тяжело. Так что да, наверное, пластиковый корпус в этом смысле, конечно, решает, но это, видимо, исключительно для меня. Я думаю, что мои подписчики будут все-таки посильнее. Следовательно, получается, что за $300 вы можете купить действительно нормальный принтер. И все, что от вас потребуется, это просто его собрать, запустить мой файлик. Потом вы можете даже не регулировать ток на моторах, это исключительно уже ваше желание будет. И печатать, просто печатать.
Скажу вам так, прежде чем записать этот обзор, я отпечатала на нем около 3 кг пластика. И проблем не было. Все отлично. Я довольна. Смотря мой ролик, возможно, вы задумались. Не может же такого быть, чтобы принтер за 300 баксов был идеальным, чтобы в нем все было как надо. Наверняка что-то есть, что не так. Да. Моторы после часа печати разогреваются градусов до 65, и это с учетом того, что я поставила маленькие радиаторы на них. Если радиаторы снять, наверное, будет градусов 70. Меня это несколько напрягло. Я написала в техподдержку Мингда с вопросом, насколько это нормально, или может у них есть кейс, как это пофиксить, повлияет ли как-то это на срок жизни моторов. Меня заверили, что все нормально, так и задумано, и что на срок жизни моторов это никак не повлияет. Может быть, оно действительно так и есть. Не я же разработчик. Однако меня очень сильно смущает, когда что-то греется, что по идее может не греться. Я разобрала принтер и попыталась найти крутилки тока на драйвера. Но, как вы видите, драйвера просто разведены на плату, и регулировки там нет. Что ж, есть решение. Мы просто отправляем на принтер несколько G-кодов. Эти G-коды я оставлю в описании под этим видео. Спасибо, что посмотрели мой ролик. Ставьте лайк, оставляйте комментарий, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. До новых встреч, мои хорошие. Пока-пока.